Всем привет! Сегодня у меня очередные блинчики на закваске. Блинчиков много у нас не бывает, блинчики все разные, очень вкусные, интересные. Эти блинчики получаются особенно нежными, тонкими и эластичными, хорошо подходят для фаршировки, ну и просто так с маслом. Давайте готовить. Для этого рецепта нам понадобится стопроцентной влажности пшеничная закваска. Можно использовать закваску на пике, а можно взять остатки, если они у вас свежие. Начинаем с 2 яиц. Яйца все у меня комнатной температуры. Добавляю их в большую миску. Сюда же добавляю 2 столовые ложки сахара. Можно с горкой с небольшой, можно без горки. Добавляю четверть чайной ложки соли и половинку чайной ложки соды. Все это хорошенечко перемешиваем до появления легкой пенки на поверхности яиц. Вот такая масса получается. Сюда же вливаем теплую воду. Здесь воды 200 грамм. Измеряем именно в граммах все. Пшеничная закваска. У меня она свежая, я ее не подкармливала, но она у меня согрелась после холодильника. Можно брать на пике, можно брать из холодильника, но согретую до комнатной температуры, или можно взять теплые остатки. Все это снова хорошенечко перемешиваем. Как только закваска хорошо разошлась и вся растворилась, сюда же добавляем молоко. Молоко я тоже измеряю в граммах, здесь у меня 300 грамм. Молоко я специально сохранила немного напоследок, потому что в молоке закваска расходится хуже. И сюда же я добавляю муку, здесь у меня 120 грамм муки. И снова все хорошенечко перемешиваем до полного объединения ингредиентов и до получения однородной массы. Это тесто получается очень жидкое. Если вам некомфортно с таким тестом, можно добавить грамм на 20 больше муки. Сюда же я добавляю снова под конец растительное масло 2 столовые ложки. И вот такое красивое, очень жидкое, но при этом эластичное мягкое тесто получается. И на этом этапе накрываем тесто крышкой и оставим его отдохнуть часа на 2 в теплое место. За это время набухнет клейковина и тесто станет немного гуще. У меня прошло 2 часа, я ставлю свою металлическую сковородку на огонь чуть выше среднего и смотрим на тесто. Тесто немного расслоилось, и это абсолютно нормально. Буквально немножко поперемешиваем, и оно готово. В это время у меня сковородка нагрелась. Если вы печете на такой же сковородке, то самый основной момент здесь – это хорошо ее нагреть. Проверяем нагрев сковородки, побрызгав немного воды на ее поверхность. На сковородке должны появиться вот такие шарики. Буквально капельку растительного масла, смазываю сковородку со всех сторон для первого блинчика. И обычно после этого масла уже нет необходимости трогать. И начинаем жарить блинчики привычным для нас способом. Размер этой сковородки у меня около 25 сантиметров, и из этого объема теста получилось 13 хороших блинчиков. Блинчики хорошо отходят от этой сковородки и легко переворачиваются руками. Получаются красивые, ароматные, ажурные и красивого цвета. Смотрите, как легко они отходят от сковородки, если сковородка хорошо прогрета. Из-за того, что закваски в этом рецепте не такое большое количество и плюс присутствует сода, которая нейтрализует кислую среду закваски, в этих блинчиках очень такой мягкий вкус. Нету хлебного вкуса, а именно очень мягкий вкус обычных вкусных ароматных маслянистых блинчиков. Эти блины получаются тонкие, тягучие, имеют умеренное количество дырочек и поэтому очень хорошо подходят для фаршировки. Причем по вкусу они хорошо подходят как к сладкой начинке, так и не сладкой. Можно завернуть и мясо, и творог, и яблоки. Подходит и так, и так. Посмотрите, какие они нежные, очень ароматные и очень хорошие. И, кстати, как и все изделия на закваске, блины очень хорошо сохраняют свою свежесть, мягкость даже на 2-3 день. Посмотрите, какой нежный, тягучий блинчик. Очень вкусный, очень ароматный и приятный. Ну и, конечно, очень удобен тот факт, что тесто можно приготовить с вечера, поставить его в холодильник и забыть о нем до утра. А утром испечь вкусные, горячие, теплые, свежие блинчики. Рекомендую испечь и попробовать, особенно сейчас, в масленичную неделю. Приготовьте, попробуйте, угостите свою семью и напишите мне в комментариях, как у вас получилось. И, как всегда, на все вопросы я также отвечаю в комментариях.